Существует ли магия ниток? Да, магия ниток существует. Если у вас есть какая-нибудь проблема, можно навязать ниток на большую веревку и сидеть каждый день и говорить, там, подписать договор, развязывать узел, снова подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали узел, подписать договор, развязали. Дальше, как забеременеть? Берете веревку и говорите, скоро я забеременею, первый узел завязали, скоро я забеременею, второй, скоро я забеременею, третий. И так, чем больше узлов, тем лучше. Главное, чтобы узел на узел не завязывался. После этого кладете, если вы женщина, себе в ноги, если вы мужчина, в голову. Все, после этого обязательно быстро забеременеть. Итак, Андрей Андреевич, можно ли как-то помочь сердцу? Можно. Каким образом можно помочь сердцу? Если у вас болят артрит, болят суставы, двигаются камни в почках, то можно взять и одеть на мизинчик левой ноги металлическое колечко. Вы представляете, на мизинчик левой руки, вот камень начал идти где-нибудь в вашем теле. Если на левую руку одеть металлическое колечко, то тогда это металлическое колечко сразу же остановит камень, он станет на место. И в дальнейшем, если его носить, оно не должно плотно облегать. Просто вот от ключей можно 2 проволочки вот таких одеть на мизинчик. После этого почки восстанавливают свою деятельность, пропадают воспаления суставов, а также исчезают заболевания. Исчезает заболевание двигающиеся камни при мочекаменной болезни. Очень быстро причем. Ой, как болит. Одели, через 30 секунд уже не болит. И после этого вот носите. И если носить длительное время, хотя бы 1-2 месяца, то потом можно навсегда забыть о том, что у вас когда-либо камни были вообще в почках. Скажите, интересно то, что я говорю? Растворяться. У меня была такая история. У меня была знакомая говорит, у меня было очень много поклонников. Ну, в месяц было где-то 100 поклонников. Больше даже. Было такое, что в день по 3 поклонника новых. Говорит, где не иду, мужчины аж выпадают из машины. То есть после этого и девушка, дайте номер, и девушка, давайте я вам помогу. И были еще и покровители. Там у нее от первого брака дочь была, и покровители в школу возят, и квартиру ей оплачивают, и телефоны покупают, и там на руках носят, каждый день в ресторан зовут, и говорит, я жила так, как будто этот мир меня в лоб поцеловал. Говорит, такое большое количество поклонников, ну, это невозможно. А потом, говорит, переехала в новую квартиру, и когда в новую квартиру переехала, она живет в Черногории, когда в новую квартиру переехала, то через неделю все поклонники исчезли. Вот их было там 100 человек, и все исчезли. На улице появилось такое ощущение, как будто на меня перестали обращать внимание. Говорит, ну что же это такое? Может, какая-то порча там или какое-нибудь эзотерическое влияние? Андрей Андреевич, что вообще такое произошло? Я говорю ей, ну я буду в Черногории и хотел бы посмотреть на вашу квартиру. Она моя родственница. После этого приехал в Черногорию и посмотрел в ее квартире на ее квартиру. И оказалось, что в ее квартире, по всей квартире расставлено огромное количество маленьких зеркал. И она где ни ходит, всюду смотрит в зеркало. Вы представляете, туда посмотрела, туда. Спальня, в спальне большое зеркало. Она просыпается, смотрит в одно зеркало. У вас в спальне стоит зеркало, знайте, если вы не замужем, замуж не выйдете. Дальше, у вас стоит много зеркал, и вы в них все время смотрите. Так вот, сколько вы раз посмотрите в зеркало, столько вас люди не увидят. Представляете? Поэтому те женщины, которые очень часто любят смотреть в зеркало, то у них появляется отсутствие кавалеров. Вы представляете, они перестают на них смотреть. Поэтому старайтесь, если вы женщина, старайтесь, можно смотреть долго, но не часто. Потому что часто это значит потерять возможность, чтобы вас видели. Если вы будете каждый день часто смотреться в зеркало, то это может привести к тому, что вас на улице будет наезжать на вас автомобиль, или будет там что-то такое происходить, где люди просто не будут вас замечать. В метро будут толкаться, там, на вокзале не будут видеть, будут становиться перед вами. То есть это все проблема. Зеркала воруют у человека личность. Тем самым, когда человек смотрит в зеркала, в дальнейшем он становится невидимым для окружающих людей. А если женщина смотрит и говорит, ой, такая красивая, какие губы, как мне все нравится, конец. Все, теперь вас будут не видеть по принципу, где вы нравитесь.
То есть так бы сказали: о, какие губы, все, ваши губы не видят. Просто вы сделали в зеркало, какие губы, все, их никто не видит. Можете, как можно это сделать, чтобы отец и там приемный сын или приемная дочка начали хорошо относиться? Вот что можно сделать. Вот что можно сделать. Можно нагревать молоко и брать молоко и кофе, допустим, или молоко и чай. И говорите: молоко – это мой ребенок, как нагревается молоко, так он обожает своего отца приемного. Как нагревается чай, чай – это мой муж, как нагревается чай, так он начинает любить, и после этого в одну чашку сливаете. Даете это выпить и мужчине, и этому ребенку. Когда выпьют, на неделю начнут хорошо друг к другу относиться. Это называется прием, когда вы сварили зелье волшебное и напоили одного и другого. Клиентов для тех людей, которым принадлежит помещение, допустим. Хочу вам сказать, вы риэлтор, приходите в помещение, которое вам нужно продать, и после этого начинаете весело танцевать, ходя по кругу. Вот так, ха-ха-ха, и начинаете по кругу танцевать. Вот чем быстрее вы будете танцевать, тем больше клиентов будет приходить в ваше это помещение. Вы представляете, это называется раскрутить свой бизнес. Допустим, видели, как танцуют сиртаки? Допустим, мне для того, чтобы сегодня раскрутить свой бизнес, чтобы он начал приносить плоды, достаточно взять Соню за руки, Сашу пригласить, там, Женю, работников офиса, и после этого начать с ними танцевать сиртаку, держась за плечи, очень быстро ходя по кругу против часовой стрелки. Но этот танец посвятить дальнейшему процветанию офиса. 100% в дальнейшем этот офис начнет больше торговать. Когда вы открываете магазин, покружитесь в этом магазине долгое время, тогда привлечете в этот магазин много клиентов. А вы что делаете? Ответ: ничего. Итак, для того, чтобы выиграть в суд и сделать так, чтобы за вами осталось это все, необходимо делать на вдохе слово произносить бутая, а на выдохе тиюю. Делать это 108 раз утром и вечером. Данные системы больше всего боятся зеленого света или зеленого цвета. Поэтому, если человек хочет, вот у меня не получается зарабатывать деньги, носи зеленые носки. Я говорю это серьезно, носи зеленые носки. У меня не получается влюбиться, носи зеленую майку. У меня не получается, у меня позвоночник болит, одень зеленую нитку на поясницу. Руки болят, одень зеленую нитку на запястье, одень зеленые нитки на запястье, на шею, на поясницу и на ноги. Сверху одень зеленые носки, зеленую футболку. Носи, ходи в зеленом свете, а также делай так, чтобы облучаться в зеленом свете. Я вам говорю, это решение очень быстро приводит человека к тому, что он в жизни решает все свои вопросы. То есть становится богаче, появляется материальное благополучие и так далее. Что увеличивает мужскую силу мужчины, а также силу ума и так далее. Мужчине нужно носить золото, причем чем больше, тем лучше. Не напрасно, когда мужчина одевает на себя золото, он почему-то очень притягивает взгляды женщин. А также женщины начинают обращать на такого мужчину внимание. Почему? Это не связано со стоимостью золота, это связано с качеством энергии, потому что энергия золота – это мужская энергия. Она очень притягивает в жизнь мужчины любовь, материальное благополучие и так далее. Андрей Андреевич, ищу работу, на собеседование приглашают, когда приглашают, а потом зло смотрят и все сводится к нулю. Каждый раз, когда идете на собеседование, рисуйте на своей груди скрещенную шестиконечную звезду. Тогда вас будут брать не только на собеседование, а еще и на работу. Существует еще мантра, а не заклинание. Существует мантра такая, она звучит так: Ом дуале дуале дзунь соха, да? Ом дуале дуале дзунди соха. Если ее читать и представлять то, что я рассказываю на первой ступени, то будет всегда много работы. Подскажите, пожалуйста, как эзотерически прогнать мелких желтых муравьев из дома? Необходимо взять муравья в левую руку. После этого нужно представить, будто этот муравей светится у вас в руке ярко-ярко сияющим желтеньким или беленьким светом. После этого нужно взять и вот так представить, будто вы тянете воздух и представляете, будто вот этот свет попадает вам в рот. После этого смешиваете этот свет со слюной и глотаете. После этого отпускаете муравья, на протяжении нескольких дней он соберет всех муравьев и уведет. Так, для того, чтобы быстро привлечь клиентов в свой бизнес, представляйте, будто у вас на голове шар в полумесяце, и на вдохе и на выдохе произносите слог «хав».